Самый быстрый, атмосферный, не АМГшный Mercedes. Отдельное видео было по ремонту двигателя 3.5, там на примере ML я рассказал, сколько по запчастям встал капиталка мотора. Любит просто этот кузов, купил для себя и занимается ее восстановлением, поддержанием в хорошем состоянии. Дорогое обслуживание — это не недостаток. Все строго по-мерседесовски, нету огромного количества кнопок, экономят, дешевле заказывают, делают, но машина ездит по году по 2 и более. В спорте уже повеселее, рев, уже более жесткое переключение, машина уже такие BMW-шные нотки включает из себя. Всем привет, ребят, вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о уважении, статусе и репутации. Конечно, что такое репутация? Это когда вы не говорите, кто вы, а когда просто говорите, вы — это вы. Для неверующих есть паспорт, показывайте, что я — это я. Такой же сегодня и автомобиль. Это Mercedes S-Class 221, как вы заметили, самый быстрый, атмосферный, не АМГшный Mercedes, потому что для многих, я знаю, это будет аргумент, то, что не турбовый, самое главное. И смешная ситуация из того, что у нас были 221 и Дорест, и Рест, а это именно переходная модель. Задняя часть у нее уже рестовая, перед еще Дорест. То есть сразу, кто разбирается, понимает, что это именно и не то, и не другое, ни рыба, ни мясо. Это 2008 год, переходная модель. Автомобиль — это, конечно, визитная карточка, но на 221 уже тяжело себя богатого, успешного строить, потому что уже 223 давно на конвейере идут. И поэтому состояние таких машин всегда два: либо хорошее, либо ушатанное. Среднее не бывает. Если плохое, то человек любит дешевые понты. Если хорошее, либо человек давно на ней ездит, ухаживает за ней, либо поклонник, фанат, любитель, который любит просто этот кузов, купил для себя и занимается ее восстановлением, поддержанием в хорошем состоянии. Эта машина очень хороша тем, что у нее родной пробег 200 тысяч километров. Машина 2008 года, 15-летний автомобиль с пробегом 200 тысяч. Поэтому теперешняя ситуация — это просто на вес золота автомобиль. Да, конечно, встречаются свои косяки, но главный плюс этого автомобиля — это уже, конечно, алюминиевый кузов. Потому что я снимал 220-й, да, там меня поправляли, что рестовый 220-й лучше, он уже не гниет. Ребят, не гниет алюминий, вот авоська, вот уже 221 алюминиевый, а как бы вы не обрабатывали металл, все равно он гниет. Алюминий окисляется, но, как я говорил в своих видео, пока окислится алюминий, вы уже 5 раз переварите свой автомобиль. Я не буду критиковать эту машину, потому что это премиум сегмент, а не может быть плохой, здесь не может быть недостатков. То, что дорогое обслуживание — это премиальный сегмент, это подразумевает дорогое обслуживание, поэтому дорогое обслуживание — это не недостаток, это недостаток уже владельца, который покупает, не может ее обслужить. Поэтому минусов у автомобиля как таковых нет. Да, многоречашка, пневма, да, дорого. Конечно, дорого, потому что, опять же, лонговый автомобиль, черный, самое главное, еще один плюс. Автомобиль премиум сегмента. По стойкам, пневмостойкам, по 150, по 200 долларов продавались пневмостойки поштучно. Некоторые еще дешевле продают. Все зависит от состояния и от гарантии. Вам могут и не дать гарантии, могут дать неделю, могут месяц, может год. Поэтому тут все индивидуально. Но насчет блока клапанов, компрессор, я по мониторю цены и максимально свежие цены к дню выхода видео вставлю здесь, чтобы можно было отмониторить цены и понять примерно, сколько все что стоит. Но насчет пневмы хочу сказать то, что заранее не хочу оправдывать машины. Все равно есть за 200 долларов восстановленные, либо реставрированные, привезены из Европы. В России там производят компрессора. Блок клапанов даже на Алиэкспрессе заказывали владельцу. 220, который я снимал. Ремкомплект.
он делал, ну, все было на том видео подробности, то есть даже на Алике люди экономят, дешевле заказывают, делают, но машины ездят по году по 2 и более, так что здесь тоже малыми затратами можно обойтись. Самое главное теперь это даже не то, что иметь деньги на обслуживание, это само собой, на покупку, на обслуживание нужно деньги иметь, но и также состоять на форумах с владельцами, держать связь таких автомобилей, которые вам могут посоветовать избежать излишних трат. Ну и багажник по классике, сюда много чего залезет. В лонговом автомобиле премиум сегмента багажник в принципе не может быть мало, его достаточно. Но и что вы на такой машине собираетесь возить, мне интересно. Много сумок сюда поместится, сумка водителя всех пассажиров без проблем сюда войдет. С учетом колхозного установленного сабвуфера сюда еще. По сердцу автомобиля V8, 273, 5,5 атмосферный, 388 лошадей, при 6000 оборотов, 530 крутящего, с 2800 до 4300, ровно полка момента, достаточно низкая, это очень хорошо. И по двигателю как таковому он хорош, надежен. Да, алюминиевый блок, но уже тогда все это пошло, и сейчас уже везде, уже на дизелях алюминий почти везде. По цепям 200 тысяч километров пробега, цепи не менялись, по зажиганию все хорошо, нету сбоев. И в целом цепи не так, они растягиваются, как изнашиваются натяжители. Из-за этого цепь начинает болтаться, не то, что она растянулась там и вот-вот порвется. Изнашивается натяжитель, успокоитель цепи, вот эти вещи. Но здесь еще не требуется. Это еще 2008 год, не 2018. Тут не на 80-90 тысячах это все нужно делать, это ходит еще гораздо дольше. По 3.5 V6, 272 мотор, 276 пошли уже в рейсе, они понадежнее. 272 я рассказывал, отдельное видео было по ремонту двигателя 3.5, там на примере ML я рассказал, сколько по запчастям встал капиталка мотора. Около $7000, но это снимал летом, но примерно эти же цены должны остаться, потому что некоторые цены уже снизились на запчасти, но это более ходовые на расходники, а именно по капиталке не надо питать иллюзий. Те же цены примерно и останутся, и будут, безусловно. Вот, но может вам повезет, вы найдете и дешевле. По 3-литровым дизелям 2.2.1 у нас были Дорест-Рест, как я уже упомянул, GL-ка, все с 3-литровыми дизелями. Ну, классика, сажевый, EGR, турбина когда-нибудь тоже выйдет из строя. И, конечно же, следите за форсунками, потому что плохим топливом запакуете, убьете себе форсы. Форсы более нежные. По 4.7, который пошел в ресте, хороший двигатель, Twin Turbo, уже 435 лошадиных сил. Здесь разгон 5.4 до 100, там уже 5 секунд. Не так это круто на сегодняшний момент, но для 11, 12, 13 годов, как эта машина уже, последние ее года производства, это достаточно неплохо. Масляный насос – самая главная проблема, но нету таких повальных жалоб. Ну, при покупке все равно это нужно диагностировать, снимать поддон, смотреть, чтобы не ушатать свой двигатель. Потому что все равно заменить цепи, посмотреть, как масляный насос себя чувствует, это гораздо дешевле в разы, чем откапиталить свой мотор. По коробке 7G Tronic коробка, да, она боится именно падения уровня масла, нужно смотреть за течами, потому что она более нежная, чем 5G Tronic, но более экономичная, конечно. Она вначале были претензии, что не держит крутящие, но так как обычно первый старый конструктор, но в целом коробка хорошая. Но коробка все равно показывает себя молодцом, и на более мощных версиях все решает обслуживание автомобиля. Все равно масло поменять вам машина ничего против не скажет. Нужно всегда за этим смотреть, потому что базовые именно проблемы. Потому что тоже знаю 2.2.1, который я снимал, дорестовый, уже все равно есть пятна подтечи по поддону. Машина едет хорошо, неплохо, но все равно подтеки, падение уровня масла в коробке. У вас, разумеется, выше трение, выше износ. То есть бублик первее приедет. Поэтому замена масла при покупке — это самая главная задача, что нужно сделать, чтобы продлить тупо ресурс своей коробки. И здесь я хочу немного отвлечься, провести такой итоговый, скажем, вывод. Я снимал дорестовый 2.2.1, как я упомянул, А8 D3 рестовый 3-литровый дизель и Е65. Все 3-литровые дизеля, мерседесовские, ваговские и БМВшный. И как я уже сказал, на дорестовом он был последний в съемке, рестовом 2.2.1. Там я сказал, что мне больше всего понравилась А8 и Мерседес.
кто из них мягче, комфортнее, но шумка была лучше у Audi. Audi была жестче, потому что больше катки на ней стояли. Если катки поставить меньше размером, она будет помягче, разумеется. И я в драйве постоянно валил. Но вот BMW вышла в проигрыше из этой всей большой тройки. Если уже брать во внимание рестовый 2.2.1 с 3-литровым дизелем и уже F-кузов, F-ка была на канале, 3-литровый дизель, то F-ка мне понравилась больше, именно по ощущениям, потому что по динамике Mercedes 7.1 до 100, а BMW 7.2 до 100, но по ощущениям BMW резче, более дерзкий автомобиль, то есть, ну, здесь уже предпочтение играет свою роль. Насчет бензина, здесь атмосферный бензиновый мотор, 4.2 BVG, я уже неоднократно рассказывал, что на 4.2 D3 Audi были BFM, BFL 3.7, ниже объем, и BVG. По именно затратам на обслуживание, и там блоки алюминиевые, в принципе, уже двигатели более современные и требуют к себе внимания. То есть здесь уже даже, может, и BMW лучше выиграет, потому что их 4.4 все же как-то понадежнее считается. Потому что 5.5 атмосферный, 4.2 ваговский, 4.4 BMW тоже будет все решать состояние, потому что как 66-ю я снимал, там тоже контрактный двигатель, все с машиной и в порядке, все будет решать состояние. И этот именно, к примеру, 5.5, он будет надежнее, чем с 400 пробегом 4.4 BMW, либо 4.2 Audi. Но в целом, если брать новые, то BMW будет все же понадежнее. Он менее проблемный. Да, там прокладки, масла, датчики, давление масла, все это течет. Это стандартные проблемы, но не более того. Нет таких более серьезных болячек. То есть BMW вроде как надежнее получается. Но, опять же, все решает состояние. Если уже брать во внимание турбовые версии, то здесь нужно сравнивать, потому что 4.7 нужно найти, говорится, на нем проехать. N63 BMW-шный славится своим поршневой группой, что нужен капиталь до 100 тысяч, хотя фанаты заявляют, что откапиталил 100 тысяч, она ходит еще долго без проблем. Но 4.0 TFSI здесь ваговский вроде должен выиграть, потому что ребята с России тоже присылали фото, как они покупали 4.0 TFSI, да, за D-рейсинг, такие критичные, и пробеги уже серьезные, и та А8 тоже без проблем была продана. То есть на пробегах не так все плохо, но 4.7 тоже нет таких недостатков. Опять же, все решает пробег. В салоне все прекрасно, все регулирую под себя. Подогревы, вентиляции, память сидений, ну, все есть, что нужно, премиальный сегмент. Фишка Мерседеса, ну, кнопка складывания задних подголовников, режимы комфорт, спорт, ручной режим управления. Ну, и на Мерседесе пошли уже эти, ну, технические своеобразные понты, как у американцев, уже рычаг переключения коробки передач находится здесь. Также и 65-ка в свое время грешила, BMW раскритиковали, там уже пошел джойстик, но каждому свое. У Вага таки остался джойстики, что лучше, кому как удобнее, комфортнее. Ко всему можно привыкнуть, и здесь уже дело привычки, вкуса, а не каких-то уже своих решений нестандартных. Потому что это было давно у американцев, еще в 60-х, 70-х годах, поэтому это не в новинку. И также и у наших на 21-й Волге. Но, конечно, выглядит понтово и круто. С одной стороны, и здесь что-то переключаешь, то тоже прикольно, либо на кнопках и вообще на лепестках, и вам не нужно ничего трогать. Но в плане расположения, ну, кому что больше нравится, опять же, по вкусу. Звук на аудиосистеме, надув подушек. Ну, конечно, я уже не раз на CLS тоже было такой, все равно приятная машина, как будто живая. Вот заходишь в повороте, подушка поддувает, чтобы ты не ерзал по сиденью, потом она сдувается, ты уже снова сидишь в комфорте. Мелочь, но приятно. Мультимедиа примерно 10 дюймов, она уже цветная, не там 3-4 цветная, а уже полноценная цветная. Опять же, телефон, неглубокий подлокотник для документов. Управление климат-контролем, надпись Fomatic. Также управление радио и CD-чейнджером. Вот чейнджер здесь на 6 дисков. Все строго по-мерседесовски, нету огромного количества кнопок, все, что нужно, есть под рукой, отключение СП, парктроники, все есть на мультимедиа, все можно настроить под себя. Подогревы, вентиляции, надуть подушки, все можно себе отрегулировать. Не у каждого дома такие кресла, как в этой машине.
По месту сзади, вообще по-королевски, я мал для такого салона, я уже не откидываюсь назад, буду сидеть здесь строго посередине. По меню, конечно же, комплектация богаче, чем было в рестовой машине, той дизельной. Здесь уже есть моники на каждом подголовнике, уже и управление ими. Здесь можно все включить, свой моник, Mercedes-Benz, и управление, опять же, джойстика, так же, как и передней мультимедией. Розетка 12 вольт, конечно, выставить температуру климат-контроля вам. Регулировка заднего кресла полностью электронная также. И при переключении можно гнать пассажира вперед, чтобы не мешало вам. При отключении, опять же, вы себя подгоняете, как вам все нужно. Подголовник, все как угодно. Подогревы, вентиляция на всех 4 сиденьях. Фишка Мерседеса, складывающие подголовники. Задние все электрошторки, все работает. Ну и фишка комплектации. Всегда прикольно то, что шторки я могу гонять как и на левой пассажирской, так и на своей правой двери, также и слева. И, разумеется, заднюю шторку. По расположению, ну, мягко, комфортно, что еще хотеть. Места предостаточно, лонговый автомобиль. По месту, и как я уже говорил, все равно Mercedes и Audi выигрывают у BMW, потому что у BMW места все же поменьше. Хотя V12 устанавливались у всех. Но по пространству все равно Mercedes и Audi все равно больше по салону. Хотя в 66-й сиденье отодвинуто максимально вперед, и сзади места было больше, но за счет этого кажется, что пространство огромное. Но все же у Мерседеса места побольше. Или нужно перемерять? Давайте спорить в комментах. Преимущество комплектации от камера заднего вида очень хорошо работает. Вы сейчас можете, конечно, мне сказать, что почти у всех современных автомобилях, даже B-C класса, есть камера заднего вида. Есть. Но именно реальность произошедшего и здесь я максимально могу понять, потому что там, во-первых, мультимедиа меньше по размеру и более тоже от качества изображения зависит. И плюс еще от восприятия, потому что здесь более-менее, ну, здесь я понимаю, знаете, тоже как по зеркалам, вот реальное отражение картины, есть стекла, которые, ну, наоборот, отдаляют изображение. Я не знаю, как вам правильнее объяснить, чтобы вы меня поняли. То есть здесь я реально понимаю вот фактически, насколько я отъезжаю. А на некоторых автомобилях, и как многие автопроизводители пишут, не верьте изображению на мультимедии, камеры заднего вида, перепроверяйте сами. То есть зачем мне она нужна, если мне нужно перепроверять? И здесь вот максимально реально все происходит. Я в том плане, что я понимаю, вот, ну, буквально метр можно предугадать, насколько я отъехал. То есть ориентир в пространстве лучше, чем у многих современных автомобилей. Это тоже важно, потому что когда все размыто и у вас там траектория нарисована, и вы так вслепую едете, это тоже немного очково, если особенно там какой-нибудь козырный автомобиль стоит. Да вообще любой. Штраф никому не хочется получить и неприятности. И здесь я вот по изображению, по качеству изображения и ориентирую в пространстве, я лучше понимаю, что я делаю и насколько я примерно отъехал. Ну и, конечно, по шумке говорить не приходится. Тихо, двигатель я не слышу, ну, как будто телевизор без звука. Я смотрю 40, я вообще не чувствую км в час. Ну, конечно, что и нужно от автомобиля премиум сегмента. Едем 60 и даже так успокаивающе, расслабленно разгоняться никуда не надо. В городе-миллионнике, конечно, мало кого вы впечатлите своей динамикой. 5,4 до 100 это уже не то, конечно, когда уже многие автомобили 4 с чем-то кладут, вот та до 4 4.0 клала 4.5 по паспорту. Но, тем не менее, в таких городах, там до 500 тысяч населением, очень многих вы можете дернуть, хотя эта машина не для этого. И мало кто будет с вами гоняться, потому что по ней понятно, что вы любого сделаете. И, как правило, на таких машинах уже люди не гоняют, потому что самооценка, все в порядке. Здесь просто едешь, наслаждаешься движением. Но здесь динамика нужна именно. Я не превышаю, еду 80 километров, как здесь положено ограничением скорости, и не хочется гнать, такая расслабляющая. Ну, мерседесовская тема, она иногда мне приятна и не чужда, потому что я все равно люблю больше резкость от автомобиля, дерзкость. Но есть, бывает, один день в году, неделя, там, полмесяца, может быть, когда хочется именно спокойно так проехаться, насладиться самой ездой.
Особенно, когда мало машин на улице, так поехать, подумать, скажем, и желательно по ночному городу. Но при более резком нажатии машина без проблем отработает все свои заводские показатели. 3,5 от 100. Не проблема. И приятно ехать. Уже немного после 3-3,5 я чуть-чуть услышал выхлоп. Нужно, чтобы не заснуть буквально. Это правильно. По управляемости, по шумке. Ну, шумка признана, что все-таки Audi чуть-чуть тише этих годов, чем Mercedes и BMW. Но опять же, все зависит уже. Если брать 3 новых автомобиля, есть смысл об этом говорить, в принципе. Здесь уже, когда у многих выхлоп сгнил, заменен на дешевый, вырезаны катализаторы там, и уже начинается извращение, либо наоборот делают жужжалки, как какой-нибудь японец турбовый, малообъемный, но турбовый и орущий на 2 квартала. Здесь уже нету смысла это сравнивать, потому что тяжело найти конкурента такой машине, потому что пробег у всех уже за 400, ну или около того. Но впечатление в машине максимально положительное, потому что нигде ничего не затерто. Ну, есть естественный износ за 200 тысяч, но в сравнении с тем, что сейчас все продается смотанными, можно ли взять дизель? Дизель будет экономичнее, потому что зимой здесь расход около 16 будет. Но все же по обслуживанию, если брать, вот многие спрашивали, почему ты советовал искать бензин, ты же за дизеля. Ну, потому что дизель там, к примеру, вот с 200 тысяч километров пробега, и уже как они будут 380-400, это уже совсем другой дизель, ребят. Когда уже турбина помирающая, когда уже форсунки неизвестно сколько им осталось, они уже в судорогах предсмертных, тогда уже есть шанс, огромный шанс, что вы полезете это все менять, плюс цепи поменяете. И обслуживание такое обойдется в хорошую копейку, потому что я снимал и Audi 6 C6 год назад, где владелец сделал, это обошлось $1800 почти. Сейчас цены еще чуть дороже, чем тогда были. Плюс форсы, плюс турбо, если вдруг. То есть вы уже по сумме можете в треть автомобиля положить тут же. Хотя по ценам на автомобили рестовые цены будут от где-то 11, 12, 13 и идут до 20-25. Все в зависимости от состояния. Конечно, я помню, год назад продавался Mercedes за $43 тысячи, там пробег был 76 тысяч километров. По-моему, тоже 5,5 атмосферный, уже не помню, но 76 тысяч километров. Все, что можно на тот момент, тоже, по-моему, 8-й год был или 9-й. По-моему, вот такой же 8-й. Ну там, да, там уже именно для ценителя. Но так в среднем все равно 15-16 тысяч. И если брать именно с такими пробегами, уже около 300 для себя, потому что многие покупают машину для статуса, для визитной карточки себя показать. Вот. И все же на таком пробеге логичнее уже брать бензин, потому что дизель именно замученный, заезженный вас сожрет. Что турбина. Но если вы берете 4,7, то, конечно, от турбины вы уже не избавитесь, потому что турбина, там уже твин-турбо на 4,7, но если говорить о дизелях, форсы, турбо вас ожидает. Цепи тоже никто не меняет, все не жужжат, гремят, это было, ну, у всех поголовно, зачем их менять, у каждого вопрос, поэтому... Ну, стыки я слышу по звуку, что мы через стыки дорог проезжаем, то есть по звуку я понимаю, но... покачиваний, никаких динамических воздействий я не ощущаю, только звуковое сопровождение этого, потому что база длинная, лонговая машина, пневма мягкая, тоже можно с режимами поиграться. Самое главное не заснуть. Поэтому, что еще говорить? В хорошем состоянии салон, отличное техническое состояние, новые Мишлены на колесах, шумотарок минимальный, поэтому что не дешевая китайская резина. Что еще здесь говорить? Ну, замечательная, отличная машина, капсула времени 207 тысяч 64 километра, если быть абсолютно точным. Ну, очень хорошая машина, чтобы поставить в гараж и держать как экземпляр, так, чтобы через 15-20 лет его можно было за какие-то деньги продать. И приятнее, конечно же, ехать на такой именно машине, которая досмотрена, ухожена, нежели уже 400+, где уже здесь все
эти кнопки не работают через одну, а то бишь и все не работают, где уже моник не включается, голова по музыке не работает, уже пневма вся сама по себе. То есть, если брать уже, да, я к чему веду, если брать дорестовый ушатанный экземпляр, а еще есть 3.5, про который я рассказывал, вы в капиталку двигателя вложите еще одну такую же сумму автомобиля, но вы не насладитесь машиной, вы будете восстанавливать его в рабочее едущее состояние, но идеала вы все равно не получите в итоге. Потому что сделать идеал из такой машины, это очень-очень дорого. До такого состояния даже довести, если вам придется перешивать весь салон, который будет затерт, а может быть и порван. Салон перешить, это уже... Перешить салон, двигатель, коробка, ходовую, все это вам обойдется. Проще сразу эти деньги взять и взять уже такое состояние искать. Либо уже на 2.2.2 замахнуться, если 2.2.1 живой не получается найти. Но в целом не хочется гнать на ней, я не превышаю. До 100 она положила, да и в принципе и не надо. Вот удостоверился, едет и едет, и едет хорошо. Уже больше хочется пофилософствовать, порассуждать, посмотреть на эти вот взгляды из других машин, которые все косятся и начинают уже... Смотришь на людей, и каждый уже где-то про себя думает, так, это его машина, или ему дали поездить. Что за какой-то молодой тип на такой машине едет, как он накопил вообще на нее. Начинается уже у каждого свои версии. Так интересно смотреть на такие вопросительные взгляды других машин. Гоняться с кем-то, с ней сцепиться тоже не хочется, неинтересно. Машина так больше расслабляет. Но это Мерседес, логика у Мерседеса такая. Как говорится, на Мерседесе ездят те, кто уже успел куда хотел, а BMW для тех, кто еще торопится. ВАГ что-то посередине получается, там нету своей сферы. Максимально динамично и экономично. В спорте уже повеселее. Рев, уже более жесткое переключение. Машина уже такие BMW-шные нотки включает из себя. Но приятно на автомобиле полностью обслуженном. Я чуть дотрагиваюсь, машина уже сбрасывает скорость. Все уже четко. В спорте совершенно иной автомобиль сразу становится. Уже в отсечку 130-140 не проблема. Рев приятный, не душераздирающий рев для драйверских ощущений. Тормоза отличные, управляемость отличная, машину никуда не тянет, ничего не воет, ничего не гудит. Приятно, просто приятно ездить на обслуженной машине. И все же, ребят, если у вас есть деньги для таких автомобилей, проще купить все равно более обслуженный, не заезженный 2.2.1, чем пустой, с большим пробегом 2.2.2, но новее. Потому что я вот очень часто вижу, мне вот ребята пишут, хочу купить машину посвежее, посвежее. Все гонятся за годом выпуска и за понтами обязательно. Потому что 2.2.1, ну что, 2.2.2 круче. И все равно я замечаю такую вещь, что важно не комфорт, личный комфорт, а уже какая-то показуха, что ли. Но опять же, машина на это влияет. Хочу уже пофилософствовать на эту тему. Потому что уже многие за эти деньги что посоветуешь? Хочу D-класс, там, либо Mondeo, либо тот же Malibu, что я снимал, и люди, ну там-то год посвежее, на поновее, и человека не парит, что, а тебе не понравится, может, комфорт, какие-то функции, может, расположение, либо варианты такой не найдешь. Цена максимально, та дешевле, та новее, только год выпуска и цена, больше никого не интересует. Но если вы раб понтов и показухи, то вперед. Если же больше комфорт, я все равно склоняюсь, что год выпуска не так важен. Больше все равно важен комфорт, впечатление и самое главное состояние автомобиля. Потому что обслужить даже более новый автомобиль с турбодвигателями, важными техническим материалом. То есть, если брать японца и немца все равно проще обслужить, потому что масла, фильтра, все, что нужно для немца, нам найти проще именно в нашем регионе.
Ну вот и все по ней. Самое главное сейчас, это не то, что больше нравится. Когда автомобилю больше 10 лет, неважно, это Mercedes, BMW или Audi, нужно покупать не машину там по своему вкусу, а по состоянию. Потому что ушатанная BMW или Audi вас все равно разденет, и вы будете недовольны автомобилем. Ну и приятно просто находиться в салоне, который не затерт, не порван, не треснут. Автомобиль в очень хорошем состоянии внешне, также и техническом, то есть приятно на машине ехать. И здесь уже фанатские амбиции уже второстепенные. Ну, на этом все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите нас друзьям, подписывайтесь в телегу обязательно. Счастливо!